Вітаю, друзі! Мене звати Ігор Гаврищак. Це традиційна YouTube-платформа 24 каналу. Сьогодні 25 листопада. Пряма трансляція. Хочу вас попросити, аби ви звично були активними, коментували, прописували запитання, ставили лайки, підписувались, хто не підписаний, і, звісно ж, ділилися нашою розмовою. А я з великою радістю вітаю нашого гостя. Це є екс-секретар польської делегації у парламенті НАТО Пьотр Кульпа. Пьотр, вітаю! Добрий день, слава Україні! Героям слава! Пьотр, хотів би розпочати розмову з того, що адміністрація Джо Байдена з того часу, як стало відомо, що наступним президентом буде Дональд Трамп, зробила дуже багато хороших рішень і кроків для Збройних сил України і для України загалом. Це і протипіхотні міни, це і санкції проти Газпромбанку, аби не отримувати кошти від європейських країн за газ і нафту. І, звісно ж, це дозвіл бити ракетами Атакамс. Скажіть, будь ласка, це от, власне, як ви думаєте, рішення Байдена і адміністрації, демократів, чи це є спільне рішення, де Трамп і Байден на зустрічі узгодили це? І, відповідно, чи є тоді ризик, що коли Трамп прийде, ці всі рішення будуть скасовані? Я уже в очень многих интервью говорил, что просто это сделал Трамп рукой Байдена. И здесь это имеет очень серьезные последствия. Во-первых, видно, что во время встречи президентов они договорились, и просто стратегическую ответственность за внешнюю политику Соединенных Штатов взял на себя президент Трамп. Но все идет как будто под занавесом решений Байдена. Это важно, потому что это начинает переговорную позицию в хорошего и плохого полицейского. Да? Это значит, что все эти решения идут на счет Байдена. Байден может представляться как этот злой полицейский, а Трамп нежненько входит и начинает разговор с Россией с позиции хорошего полицейского. На самом деле это переворот. Я считаю, то, что Украина сейчас получила, это благодаря Трампу. И вопрос здесь в чем? В том, что, чтобы это прикрыть, было очень много высказываний, между прочим, сына Трампа, но то, что Маск видели все эти заявления, но в целом это именно ради того, чтобы построить позицию Трампа как мягкого по отношению к России президента, который начнет с того, что будет предлагать России. Варианты, которые Россия отбросит, и потом он будет превращаться я не знаю, в ужас с точки зрения России. Просто это будет Рейган в квадрате, вот так. Пьотр, також хотів запитатися, от, власне, про це каже і видання Більд, і про це каже Лінсі Грем. Він каже, що Зеленському і Україні є що запропонувати Трампові. Так як він бізнесмен, а напевно вже потім політик, називають ресурси українські, так, і це в тому числі і ресурси, це і метали, і уран, і те, що Україна є житниця Європи. І, власне, на цьому можна будувати комунікацію з Трампом і вибивати найкращі умови для України в разі якихось перемовин з Росією. Наскільки це справді може відповідати дійсності? Я считаю, что это пинок, это ничто, это мелочь. Просто это настолько мелкое, этого типа оценки. Самое главное, что Украина может предложить Соединенным Штатам, это то, что на самом деле украинский солдат сделал Америку великой снова. Показал, что вторая армия является второй армией в Украине, а не в мире. Да? Можно сказать, что Украина главный ассет, главное то, что вносит в порядок архитектуры американской в мире, это армия, которая по плану Трампа будет использована не только как щит Европы, но также как заменитель части американских сил в Европе, которые, благодаря тому, что здесь есть сильная украинская армия, которая будет финансироваться Европой,
но снабжаться американским вооружением, эта армия является ключевым фактором. То, что будут здесь делать бизнес, это важно. С какой точки зрения? Просто самый главный гарант того, что придут с помощью, что будут защищать, это именно инвестиции. То, что, например, в Польше смотрели, когда входили в НАТО, чтобы привлечь очень много американских, особенно американских инвестиций, чтобы большие корпорации напрямую заходили в Польшу, потому что это предпосылка, что в случае проблем будет поддержка со стороны Соединенных Штатов. Вот это главный момент. Конечно, с точки зрения простого американца, показать ему, вот, что мы входим, помогаем стране, которая имеет огромный потенциал, которая в проблемах, но талантливый, креативный, великий народ, образованный, ресурсы. Просто можно поправить систему управления, но главное, еще раз, главное это военные силы Украины. И смотрите, когда будет приостановлена кинетическая война, украинские солдаты станут солдатами Европы, будут получать зарплаты на деньги, которые будет предоставлять Европа. А русские вернутся убивать своих соседей. И просто то, что видим, да, то, что происходит с армиями, которые разваливаются и просто создают лишь преступность. Видели, что было после Афганистана, после каждой войны в России, когда эти люди со сломанной психикой возвращаются домой. Вот наши герои просто здесь остаются, и это важный фактор, что карьера в военных силах Украины это надолго, это хорошо, престижно, четко. Я говорю так, что эта война должна поменять историю в том смысле, что вместо «Слава Украине, героям слава» мы должны говорить «Героям слава, слава Украине», поскольку все держится на героях. Таким образом, Украина не успевает за этими героями, которые на нулевой. Я бы сказал, что таким образом отделяемся от прошлого, от бандеризма. Таким образом закрепляем память про победу в этой войне. Таким образом показываем символически, что человек, герой, он важнее системы, которая за ним стоит и иногда не справляется. Вот такой мой комментарий. До речі, Пьотре, а власне про завершення цієї війни. От є республіканець, сенатор, звати його Майк Раундс, він є там топовий соратник Трампа. Він сказав наступне, я процитую його. Як би мені не хотілося вірити, що ми можемо вести переговори з тираном, я підозрюю, що ми брешемо самі собі, наголосив він. Чи вірите ви, що цей тиран, якщо ви запропонуєте йому частину вільної країни, зупиниться? Я хотів би сказати, що є легкий вихід, але його немає. Власне, він сказав, що немає чого з Росією домовлятися, але заакцентував, що це його позиція, а не оточення і самого Трампа. От хотів би дізнатися, пане Пьотр, наскільки от різні є, лунають заклики, пропозиції дуже різні з оточення Трампа. Він бере до уваги чиїсь думки, чи він сам якось вирішує, чи як це відбувається? Смотрите, есть по-крупному два варианта. Первый, классический вариант, вариант доктрины американской политики, который был основан на том, чтобы отделять Россию от Китая всякими средствами, чтобы сохранять Россию как карманную империю англосаксов. Надо помнить, что в менталитете элит британских, в менталитете элит американских, Россия – это их карманная империя, при помощи которой справились с Наполеоном, с Вильгельмом II, при помощи России справились с Гитлером. Просто когда в 1941-м советская армия была разбита, и все было близко Брестскому миру, вдруг благодаря поддержке со стороны Америки, да, можно было из разбитого Советского Союза создать оружие, при помощи которого была разбита фашистская Германия.
И этот сценарий, он царствовал, я бы сказал, в принципе, до полномасштабного вторжения. Что произошло с этого момента? Во-первых, произошло разочарование реальной силой русской армии. Повторяю, украинский солдат сделал Америку великой снова. Вот то, что произошло. Второе. Смотрите, санкции, которые были введены Трампом, а потом поддержаны Байденом, очень сильно начали ослаблять Китай. Таким образом, что экономика Китая, которая достигала уже 78-9% американской, из-за санкций начала опускаться. И сегодня она на уровне 64%. Это значит, что вместе даже с российской экономикой, это маленькая уже экономика на уровне 2 триллионов долларов, что эти экономики, они меньше, чем когда-то был Китай. Короче, из-за ошибочной экономической политики Россия потеряла экономический и политический вес таким образом, что уже стратегически не влияет на суть вопросов, связанных с безопасностью. И, во-третьих, это ключевые моменты, хочу подчеркнуть. Смотрите, с Путиным нельзя договариваться, потому что он не соблюдает никаких договоров, которые сам подписывал. Но это вопрос даже не в том. Даже если бы соблюдал, он не может приостановить войны, потому что приостановление войны просто разрушает всю структуру и систему власти, которая построена в России, которая сохраняет этой бандитской элите поддержку большинства народа, которая внедряет система трансферта средств в провинцию, потому что деньги, которые получает провинция вместо трупов, это реальные трансферты, которые можно рассматривать как канал экономического распределения средств в рамках общества. Но еще один важный аргумент. С точки зрения Путина и этой преступной банды, у Трампа нет ничего привлекательного, что он мог бы им предложить. Потому что с точки зрения Путина, дочка или внучка Сталина – это лох. То же самое Брежнева, то же самое семья Ельцина. А с другой стороны, он видит внука Ким Ир Сена на престоле, и никто не плевал на его дедушку, на его отца. Вот то, что хочет, и то, что нравится Путину. Поэтому он заинтересован в том, чтобы превратиться в Северную Корею. Короче, он будет отстреливаться до последнего, чтобы сохранить статус Северной Кореи. Ему это удобно. И Северная Корея показала, что такая модель может быть. Я об этом написал на 4-й день войны. Это просто неизбежно. Увидим еще время, когда Китай будет вводить санкции против России. Вот более или менее так. Короче, этот вариант, он нереальный. И то, о чем говорит сенатор, это вариант второй, который самый реальный, и я бы сказал, здесь будет на столе самый реальный вариант, короче, действия с позиции мирные экономические средства, которые будут применяться, чтобы отнять чтобы энергию, да, деньги, средства против агрессии. Путин будет заставлен сократить, ограничить войну кинетическую на 100%. Но поскольку война ему нужна, я об этом говорил, самая большая вероятность, что повернется на Кавказ, и там будет продолжаться война уже в очень ограниченном размере из-за дефицита средств. Пане Петре, також от є стаття, ви кажете, що Трампу немає що запропонувати Путіну, а Guardian пише, що Трамп може домовитися з Путіним, якщо той пообіцяє менші контакти з Китаєм або розірвати якісь контакти з Китаєм. Наскільки це виглядає правдоподібним?
Ну, смотрите, но это же нереально. Уровень зависимости России сегодня от Китая просто невероятный. Если Трамп хотел бы это компенсировать, это нужно было бы выделить на это триллионы долларов, да, вооружений и так далее, и так далее. Но кроме того, зачем это Путину? Путин не хочет быть Трампом, не хочет быть Байденом, не хочет быть меняемым политиком, который уходит, и на его место приходят другие. Он хочет быть, создать семью своих кимов, да, хочет быть азиатом, который при помощи ядерного оружия и нищеты хочет править в этой стране. Не нужно ему много людей, которые будут доставать какое-то количество нефти, таким или другим образом будет продавать. Вот Северная Корея тот вариант, который самый реальный. Нету во-первых, Трампа ничего, что было бы привлекательным для Путина, и все, что может ожидать, это отказ. Вот еще раз, еще раз посмотрите, как зависит сегодня Россия от Китая. Китай осознавал уже в 2014 году, что Сталин начал войну на стороне Гитлера, но закончил ее на стороне Рузвельта. Поэтому с 2014 года, а особенно во время полномасштабного вторжения, Китай использовал каждый день, чтобы увеличивать зависимость России от себя, чтобы все, что технологическое, продавать им задорого, ресурсы брать задешево, не вкладывать и просто обращаться с ними, ослаблять их так, что в случае поворота, чтобы это тоже ничего не меняло. Проблема России на сегодня в том, что она слабая. Но, с другой стороны, это также ее сила, потому что слабость вызывает беспокойство в Америке, потому что распад России – это те же процессы, против которых они выступали, когда разваливался Советский Союз. Это вопрос отнимать ядерное оружие от частей, это весь этот процесс. Но надо помнить и видеть, что так как Советский Союз развалился и ничего практически не могли сделать, хотя были против этого процесса, помним речь Буша в Киеве, так то же самое и сейчас. Просто будут соглашаться с тем, что есть. И здесь, повторяю, ключевая сила, которая возникает, это стена от Финляндии, Балтийские страны, Польшу, Украину. Сила стран, которые в состоянии выживать только при условии сильного присутствия Соединенных Штатов в Европе. И эта позиция очень сильно отличается от позиции, которая до сих пор была присутствия, когда Соединенные Штаты опирались на Германию. И дошло к тому, что построили северные потоки, а госпожа Меркель обращалась к американским президентам, чтобы убирали свои войска из Европы, потому что мешают и портят настроение хэр Путину. Вот то, что видим. И так что здесь все классно, все хорошо. У меня нет никаких сомнений, що це просто нереально. Петре, якщо говорити про європейців, Le Monde видання каже наступне, що зараз йдуть якісь таємні перемовини щодо можливої відправки військ в Україну. І каже, що ці перемовини знову набули актуальності після 11 листопада, після того, як прем'єр Британії Кір Стармер відвідав Францію, зустрівся і переговорив з Макроном. Смотрите, в Европе есть два варианта, которые соперничают между собой окончания войны. Первый вариант – это немецко-китайский, чтобы еще до прихода Трампа быстренько закончить войну, заставить Путина это сделать и таким образом не допустить, чтобы сделал это Трамп на своих условиях. Этот вариант, он, мне кажется, менее полезный с точки зрения Украины, я бы сказал, но видим, что
Путин не соглашается. Мне кажется, что сейчас идет охота китайцев, да, и всех, которые сидели на сотрудничестве с немцами за Путиным, поэтому он сейчас будет прятаться и отстреливаться ракетами, просто будет вести себя как Ким Джонг-ун. Он сейчас в таком положении. На самом деле является элементом, который мешает всем. И думаю, что процедуры сохранения жизни сейчас для него ключевые. Это один вариант, и он рассматривается в рамках Веймарского треугольника с Францией и Польшей. Почему этот вариант нравится Шольцу, важный для немцев? Потому что если этот вариант будет внедрен, тогда будет достигнуто соглашение поддержки для Украины. И главное, это соглашение будет касаться поддержки солидарной всей Европы. Короче, более или менее грек, немец, финн и француз заплатят пропорционально то же самое. Второй проект, тот, который делают британцы, англосаксы, а надо помнить, что любой премьер-министр Британии будут к нему намного более в Вашингтоне прислушиваться, чем любому канцлеру Германии или президенту Франции. Вот этот вариант, это вариант Центральной Европы, это Польша, но также Франция присоединяется к этому варианту, и это отражение большой речи Макрона в Братиславе в прошлом году, в котором пальцем показал на Германию как ответственную за сложившуюся ситуацию, за полномасштабное вторжение, и просто предложил силу Франции для укрепления суверенитета Центральной Европы. Короче, предложил создание маленькой антанты, которая существовала до 1939 года, в принципе, до момента подписания протокола Риббентроп-Молотов. Когда в том варианте Россия была исключена из архитектуры европейской безопасности, европейская безопасность гарантировалась Францией. Вот и Центральная Европа. Этот вариант, он важный по двум причинам. Во-первых, он оставляет возможность выхода на более высокий уровень, если Трамп приходит к власти. Потому что в этом варианте мы понимаем, что Трамп смотрит на Европу как на маленький Китай. И собирается также внести тарифы, да, санкции пошлинные на экспорт европейский в Соединенные Штаты. Но благодаря этому инструменту надо понимать, что средства, которые будут собраны с этих тарифов, они, по сути, будут предназначены на укрепление присутствия Соединенных Штатов в Европе. Или, по-другому говоря, на финансирование военных сил Украины. И, вводя эти тарифы, Трамп может очень легко влиять на то, какая страна сколько заплатит. И может наказать тех, которые привели к полномасштабному вторжению, тех, которые приглашали Путина в Европу, тех, которые строили северные потоки, тех, которые выдворяли американских солдат из Европы, очень может легко наказать тарифами, например, на машиностроение, например, на машины, на коньяки, на вот всю эту. Этот вариант с точки зрения старой Европы намного более опасный. Поэтому так хотят договориться сейчас с Путиным и с Китаем. Более или менее так это выглядит. Но это не все. Здесь, кроме этого момента, вопрос касается ситуации идентичности Европы как целого континента. Потому что в том положении, в котором сегодня находится Европа, это
система без руководства. Трамп не признает Урсули фон дер Лайен как представителя Европы. Если смотрим в Германии выбор, Шольц – это раненая утка, Макрон очень сильно ослаблен результатами выборов в Европарламенте, потом внутренними выборами, так что без поддержки парламента его позиция намного слабее. И получается так, что европейцы вынуждены разговаривать между собой и искать согласия для того, чтобы Европа не была жертвой, но просто не была использована так Китаем, как Соединенными Штатами, потому что уровень зависимости Европы от Соединенных Штатов намного меньше, чем от Китая. Если смотрим, например, это значит, Европа вынуждена не только найти согласие и открыть разговор про ее место в современном мире, но отойти от сумасшедших идеологий, которые очень сильно ограничивали потенциал развития европейских стран. Это зеленая энергетика, это очень высокие стандарты, социальные всякие разные. Это вопрос самой идеи существования Европейского Союза. Единственное на самом деле то, что объединяет Европейский Союз, это то, чтобы устанавливать стандарты доступа к европейскому рынку, но и заставлять тех, которые хотят на него поставлять, соблюдать эти стандарты. Можем согласиться с тем, что стандарты может устанавливать в данной отрасли. Например, Франция установила стандарт шитья, когда французская мода была на потолке. Например, в кофейке у Ллойда установили стандарт страхования кораблей, да, когда у Британии был самый мощный флот. Соединенные Штаты установили стандарт золота, когда контролировали экономику мира. Не Европа отсталая, и Европа очень сильно теряет свой потенциал в мире. Еще 20-30 лет тому назад Европа была равноценной системой экономической по отношению к Соединенным Штатам. Сегодня это 60%, и все прогнозы вниз, учитывая невероятный рост в Соединенных Штатах, потому что процесс реиндустриализации, который поступает со скоростью 150, 170, 300% в год от года, если смотреть по регионам, Соединенные Штаты, которые сегодня самая привлекательная система для инвестиций, доллар со всего мира возвращается в Соединенные Штаты. Все, что видим, да, показывает, что предложение Трампа, либерализация, снятие, деидеологизация политики, потому что Трамп наблюдает зеленую энергетику и так далее, как проявление идеологии. Да? Вот. Получается так, что вот в Европе должен начаться серьезный разговор, и важные вещи должны быть поставлены на первое место. Но не может быть так, что безопасность, которая для каждого человека, для каждого нормально думающего народа должна быть на первом месте, в Европе стоит на конце, а на первых местах стоят вопросы, которые просто являются третьестепенными. Кажется, что этот разговор нужен так в каждой стране, как і на уровні Брюсселя. Пане Петр, і останнє запитання. Власне, ми з вами говоримо вже півгодини про варіанти, так, які можуть бути в війні Росії проти України. А хотів би вас запитатися, а що далі? Хто може нам гарантувати, з ким можна домовитись про те, що наступного дня після домовленості якихось з Путіним він не вирішить порушити ці домовленості? Ну, смотрите, во-первых, если будет договор, будет зона разъединения, да, размежевания, где будут внедрены, здесь вопрос, европейские солдаты или европейские и американские, потому что тоже разговор в Европе идет о том, чтобы также
Даже незначительные силы американские, но присутствовали. Вот, это во-первых. Во-вторых, остается армия Украины, которая будет реальной силой, которая не будет распущена, которая будет финансироваться европейскими странами. Здесь надо вспомнить, что слышно требование не 2, а 3% необходимых на сохранение безопасности. Я хочу напомнить, что Польша выделяет 4,7%. Так что вот будут средства на это на 100%. Дальше, это вторая гарантия. Третья гарантия. Просто мы очень слабо это осознаем, но я это осознаю очень-очень хорошо. И хочу сказать, что Украина с каждым днем очень сильно увеличивает собственный потенциал безопасности технологический. Хочу сказать про дальнобойные дроны и баллистические ракеты, которые сделают Украину силой. На самом деле сегодня, пожалуйста, просто хочу, чтобы поверили, я говорю это с полной серьезностью, просто очень сильно боюсь за то, как быстро и как сильно Россия может быть разбита Украиной. Просто нет у меня в этом никаких сомнений. И это третий фактор. На самом деле это не будет так, что кто-то Украине будет гарантировать безопасность. Наоборот, НАТО превратится в пассивную организацию, которая будет собирать средства на то, чтобы страны, которые участвуют в этой системе, получали безопасность, чтобы это не была система безопасности бесплатной, как до сих пор, чтобы просто это будет система сбора налогов союзников за безопасность, связанную с доступностью логистики, которую эта безопасность Соединенные Штаты предоставляют. А украинская армия будет именно этим гарантом. И на самом деле, так как Путин боялся, что НАТО будет гарантировать что-то Украине, получается, мне кажется, наоборот. И это то, що слышим, да, з лагеря Трампа. Более или менее так. Петр, я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую, що ви знайшли півгодини, аби прояснити, роз'яснити про ці важливі процеси, які зараз відбуваються. І я дуже хотів би, аби те, як ви обґрунтували, саме так і відбулося. Дякую вам. Хочу еще добавить одну вещь, что находимся в переходный период, 2 месяца, очень много враждебной информации, которая типа Украина никому не нужна, Америка там наплевать на Украину, Центральная Европа и так далее, и так далее. Беспределы, которые вовнутри провокаций, да, которые показывают, что вот все разваливается, вот там русские наступают. Все это бред. Люди, не верьте этому. Мы на предвкушении победы, которая придет скоро. Дуже дякую. Нагадаю нашим глядачам, з нами був Петр Кульпа, це колишній представник делегації парламенту НАТО.